Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Давайте посмотрим, что готовит месяц октябрь тем, кто родился под знаком Стрельца. Итак, уважаемые стрельцы, устраивайтесь, пожалуйста, поудобнее. Мы рассмотрим общую атмосферу октября для вас, сферу работы, финансов, личную жизнь и совет предостережения. Начиная с общей атмосферы, давайте смотреть, что же готовит вам, уважаемые стрельцы, месяц октябрь. Так. Ну, во-первых, это месяц сбора урожая. Такое чувство, что определенные какие-то сферы вашей жизни, определенные проекты, у кого-то отношения подошли к финалу. И здесь, знаете, вот как результат того, что вы делали ранее. В данном случае, вот именно в октябре, влиять на ситуацию бесполезно, потому что результат будет зависеть от того, что было вот именно раньше вами сделано. Хорошо вкладывались, хорошо работали, значит, хороший результат получите, хороший урожай. Не работали, не вкладывались, совершали какие-то такие не самые красивые поступки, значит, соответственно, получите по минимуму. Но в целом я могу сказать, что урожай будет неплохим, потому что вы будете ставить себе новые цели. Это, знаете, как вот сбор урожая на каком-то одном месте, да, вот в каких-то отношениях, в каких-то проектах, и постановка новых целей для того, чтобы идти дальше. И, судя по всему, все это в совокупности будет для вас очень выгодно, прибыльно и интересно, потому что карта рыбы символизирует, знаете, вот как умение поймать золотую рыбку, да, то есть это удача такая, это действительно вот сбор какого-то такого достойного, стоящего урожая. Поэтому, несмотря на некие такие моменты, когда вот уже, знаете, вот поздно что-то менять, поздно на что-то влиять, вас результат, он, несомненно, порадует. Может, конечно, огорчить то, что вот определенные такие вот сферы, либо отношения, да, определенные какие-то истории, они подошли к финалу. Но, тем не менее, любой финал, он дает возможность новому началу, что, собственно, вы и сделаете. Давайте посмотрим работу, сфера работы у стрельцов в октябре. Ой, ну здесь все стабильно. У большинства здесь либо муж, либо начальник, который вам покровительствует, который к вам очень благосклонен. И благодаря ему здесь все стабильно и хорошо. Но, тем не менее, будут моменты, которые вас огорчают, разочаровывают. Это, как, знаете, как признание того, что вы в чем-то не очень хороши, чем-то не очень довольны. И вот здесь перекликается с сигнификаторами ситуация, потому что, ну, как бы сами виноваты, да, то есть результат, он зависит от того, что вы делали ранее. Но даже если вас не в полной мере устроит то, что вы получили, у вас есть возможности для того, чтобы улучшить вашу ситуацию и двигаться дальше. Вот знаете, как работа над ошибками. Совершили ее, сделали какие-то выводы, и на этом опыте, да, то есть на ошибках учатся, основываясь на этих ошибках, вы выстраиваете новую историю, которая будет для вас более уже красивой, более интересной, более такой многообещающей. Теперь давайте посмотрим финансы. Но в целом хочется сказать, что в работе все стабильно. Вот эти вот небольшие недочеты, они, как знаете, возможность сделать выводы и чему-то научиться. На кривых корнях, говорят, дерево стоит крепче. И у вас есть все возможности для того, чтобы укрепить рост вот этого своего такого дерева карьерного. Ой, в финансах все прекрасно. Полная чаша. Траты на удовольствие, доходы постоянные, стабильные. Здесь прям, знаете, вот сколько нужно, столько и будет, и даже больше. Плюс тенденция к увеличению прибыли. У многих это благодаря мужчине. Мужчина в работе, мужчина в финансах.
Но здесь велика вероятность того, что и в работе, и в финансах будут пересмотрены какие-то сценарии, да, что-то будет трансформироваться, но трансформироваться в лучшую сторону, в сторону стабильности и благополучия. Поэтому и в работе все в целом хорошо, в финансах вообще прям вот хорошо-прихорошо, прям очень хорошо. Даже не к чему придраться. Сохранить, приумножить и улучшить. Давайте посмотрим личную жизнь у стрельцов в октябре. Личная жизнь. Непростой период. Непростой период. Ситуации, когда многое будет зависеть от женщины, либо же здесь есть влияние сторонней женской фигуры. Между вами и между вашим партнером есть некое противостояние. Также важно отметить, что новых знакомств я не вижу. Все эти взаимодействия уже происходят с тем партнером, который присутствует в вашей жизни. Да? Либо вы в стабильных отношениях, либо вы стремитесь к отношениям. Но здесь все не просто на почве того, что, знаете, вот как-то, хочется пока жить здесь и сейчас. Для того, чтобы двигаться вперед, нужно преодолеть определенные трудности. А один из вас буквально застрял в состоянии получения удовольствия. Да? То есть здесь и сейчас пока рано еще двигаться вперед. Один хочет, другой не особо готов. Но нужно будет выходить на новый уровень, но это скорее уже будет в ноябре. Все идет к тому, что нужно двигаться вперед, нужно выводить отношения дальше, а не устраивает вас вот именно тот сценарий, который возможен. То есть один хочет одного, другой хочет другого. И в этом проблема. Но здесь важно держать ситуацию под контролем, потому что здесь компромиссы будет найти не очень просто, но все зависит от женщины. Компромиссы все-таки будут найдены в более поздний период, и очень многое лежит на женских плечах, и зависит от того, как женщина преподнесет вот необходимость этих перемен и сценарий этих перемен, потому что, повторюсь, вот нужно двигаться вперед, а один вот застрял немножечко, но тем не менее нужно к этому аккуратненько подводить. Нужно ставить цели, строить планы и двигаться к их реализации. Все получится. Все вот эти вот трудности будут нивелированы, острые углы будут сглажены. Давайте посмотрим, к чему стремиться стрельцам в октябре. К переменам. Стремиться к переменам. Действительно, сбор урожая актуален, новые цели актуальны. И вы знаете, перемены, они должны быть в сторону укрепления партнерства. Рабочего ли, потому что у нас здесь тоже есть фигура мужская, которая считается вот именно партнером в работе, в финансах. Романтического ли партнерства, да, семейного партнерства. Двигаться в сторону вот именно перемен, в пользу союза, который может со временем принести такие очень достойные плоды. И действовать здесь нужно ни в коем случае не давлением. Карта сила – это умение соблюсти баланс мужской и женской энергии. Мужчина, как правило, у нас резкий, брутальный, грубый. Для того, чтобы его подчинить себе, нужно действовать только мягкостью, нежностью и лаской. Ваша сила в вашей слабости. Давить здесь не нужно. Все делать очень аккуратно. От чего остерегаться? Стрельцам в октябре от чего остерегаться? Состояние закрытости, состояние тупика. Могут возникать ситуации, когда вы буквально в ступоре, да, когда буквально зависаете. И зависать здесь не нужно. Здесь важно уметь выйти на диалог, причем абсолютно в любой сфере, и работа, и финансы, и личная жизнь. И важно не торопиться, важно, чтобы перемены были не резкими, а такими очень гармоничными. Семерка пентаклей – это еще и карта умения ждать. Здесь важно дождаться того момента, когда вот созреют, все дозреют, да, созреют плоды, когда все будут готовы к диалогу, к переменам, к компромиссам и так далее. В целом месяц для вас хороший, месяц прекрасный, потому что у вас все
ознаменовано движением вперед. Шестерка жезлов — это карта лидера, победителя, это карта победы. И здесь действительно всегда найдутся люди, которые готовы будут поддержать вас, ваши идеи и инициативы. Вот такой получился у нас прогноз. Благодарю всех за просмотр и до встречи с вами в новых видео.